Ребят, перед тем, как начать видео, я хочу акцентировать внимание на том, что наш сервис достаточно часто путают с другими сервисами немалоизвестными. И эти немалоизвестные сервисы, они достаточно недобросовестно в ряде случаев выполняют свою работу. И в тот момент, когда нас путают с ними, возникают какие-то негативные отзывы, которые совершенно из описания не присущи нашему поведению. Так вот, мы имеем канал в YouTube, мы канал имеем в Инстаграме. В YouTube канал он называется АКПП «Технология ремонта», а в Инстаграме он называется ТР_Джатка, что в переводе означает Technology Repair Джатка, то есть технология ремонта. Все остальные названия, Джатка там и тра-та-та или еще там чего-то, мы к ним отношения никакого не имеем. Более того, у нас сервис в Москве, он один, он находится на автомобильном проезде 10, корпус 14. Других у нас адресов не существует. Более того, у нас в телефонии есть приветствие, в котором мы обозначаем то, что вы позвонили в компанию «Технология ремонта» и рады вас слышать. Также обращу ваше внимание, что в рекламных материалах в сети интернет есть достаточно нездоровая конкуренция, которая проявляется в копировании наших рекламных материалов, и достаточно часто нас тоже можно там спутать. Центр ремонта вариаторов в заголовке, баннеры похожие на наши, поэтому будьте внимательны и максимально осторожны в выборе сервиса. Доменное имя нашего сайта — это Центр ремонта вариаторов, а сам сервис называется АКПП «Технология ремонта». Всем привет, меня зовут Антон, вы смотрите канал «Технология ремонта». Сегодня я вам поведаю такую большую тайну, как посторонний шум из вариатора. Многие этот шум почему-то всегда примеряют к износу подшипников, то есть к повреждению подшипников, к разрушению подшипников. Но это далеко не всегда так. На примере Qashqai J10 кузова с 2-литровым мотором и на примере Qashqai с 1.6 мотором я вам сегодня объясню, что такое механическое разрушение подшипника, как оно проявляется и как его правильно выявить, не перепутав при этом с подшипником, например, ступицы или с посторонним гидравлическим шумом из вариатора, либо с другого какого-то ариата, либо с насоса, например, гидроусилителя. Сейчас мы пойдем в мастерскую и начнем с вариатора 1.6. Я расскажу его устройство. Это принципиально для того, чтобы понимать происхождение шума. И покажу на примере виды механического разрушения. Точнее, вид разрушения он один, который дает характерный звук. И есть еще не совсем заметные глазу разрушения. Он дает воющий звук. Все, погнали. Так, здесь у нас вариатор GF015, он принадлежит автомобилю Nissan Qashqai с мотором 1.6. Он комплектуется только таким вариатором, я имею в виду 1.6 мотор. И устройство этого вариатора, оно немножко отличается от устройства вариаторов своих старших собратьев, то есть 10, 11, 16, 17. Отличается в чем? Отличается в способе передачи крутящего момента от коленвала, скажем так, если начинать сначала, до выходного вала, до, привода колеса. В общем, здесь при запуске мотора у нас вращается гидротрансформатор. В гидротрансформатор вставлен входной вал. Этот входной вал жестко закреплен, механически закреплен к ведущему конусу. От ведущего конуса у нас идет ременная передача, и вращается ведомый конус. В момент пуска автомобиля, то есть в паркинге и в нейтрале, у нас идет вращение первичного вала, вращение ведущего конуса и вращение ведомого конуса. При включении драйва либо реверса у нас замыкается пакет сцепления вперед либо назад. Этим-то и отличается как раз от других трансмиссий. И тогда у нас останавливаются все валы, то есть входной вал, ведущий вал, конус и ведомый конус.
и у нас компенсирует вот это вот вращение двигателя, да, то есть то, что мы стоим, у нас поглощает гидротрансформатор. Затем, когда мы отпускаем газ, начинаем движение, у нас начинается передаваться крутящий момент от двигателя, и мы трогаемся. Так вот, вернемся немножко назад и вернемся к подшипникам. На данных трансмиссиях можно легко определить вышедший из строя подшипник. Как правило, это подшипник входного вала, либо один из подшипников на ведущем либо ведомом конусе. Когда мы заводим мотор, и у нас селектор переключения передач стоит либо в паркинге, либо в нейтрале, мы можем услышать посторонний механический шум. То есть это такой глухой, полный шум. Может быть, он напоминает что-то, нечто перекатывающееся. Вот. Это может говорить о разрушении какого-то из подшипников. Удостовериться в этом можно путем переключения селектора передач либо в драйв, либо в реверс. При этом мы удерживаем педаль тормоза и ощущаем прекращение шума. Если это так, то вы сделали качественную диагностику и понимаете, что у вас вышел из строя подшипник. Вот, либо входного вала, либо одного из конусов. Что касается шумов, которые появляются и пропадают по мере прогрева трансмиссии, это никаким образом не может говорить о разрушении подшипника внутри трансмиссии. Вот. Если это происходит на каком-то диапазоне оборотов, либо в каком-то диапазоне скорости, появляется какой-то такой высокочастотный звук, напоминающий такое журчание, может быть, жужжание, ноющий звук. Вот, это всегда будет говорить о том, что это у вас проблема с гидравлической системой, либо это какая-то внутренняя утечка, либо это просто испорченное масло, которое вспенивается и, проходя через насос, издает вот такой звук, жужжащий, ноющий. Как правило, это может быть нехватка гидравлической жидкости, то есть масла, да, внутри трансмиссии, либо, повторюсь, испорченная жидкость. Зимой очень часто приезжали машины, особенно в эту зиму, и жаловались на то, что у них вышел из строя вариатор, машина перестала ехать, появился какой-то звук ноющий, жужжащий, и по факту мы имели просто проблему с утечкой жидкости из радиатора. В радиаторе есть две трубки, которые ничем не защищены, то есть это просто алюминий. И вот этот алюминий, он окисляется, и появляются сначала вот такие свищи, такие дырочки, как иголочкой сделаны. Жидкость потихонечку оттуда вытекает, и можно, если наблюдать за своим автомобилем, за герметичностью радиаторов, можно увидеть появление такой шубы маслянистой, она из грязи, скажем так, и из масла. И это уже первый звоночек о том, что у вас скоро будет довольно обильная утечка. Но многие владельцы, к сожалению, на это не обращают внимания. В общем, и в морозы, в момент прогрева, когда давление жидкости немножко выше, ввиду того, что масло более вязкое, происходит уже срыв этой трубки, да, и обильная утечка. Машина обездвиживается, и все, мы имеем проблемы. Если машину не насиловать в этот период, то есть не пытаться ехать, то все обойдется только лишь устранением утечки и полной заменой масла, либо частичной заменой масла, если масло совсем свежее. Итак, подытожим вышесказанное. Первое – это подшипники, которые выходят из строя. Они дают шум постоянный. В общем, когда вы начинаете движение, у вас этот шум сопровождает всегда, меняется лишь частота. То есть он может становиться либо громче, либо тише, и при остановке, естественно, пропадать. В случае с данной трансмиссией при остановке он будет пропадать, но при включении рычага либо в паркинг, либо в нейтраль, он будет снова возобновляться при запущенном двигателе. Второй момент – это испорченное масло, да, либо утечка жидкости. При испорченном масле вам нужно просто понять этот шум, да, то есть это будет жужжащий, ноющий такой неприятный шум. Чаще всего он появляется при прогреве. То есть когда масло прогрелось, набрало там достаточно высокую температуру рабочую, там 80-90 и выше. Вот, как правило, чем выше температура, там выше 90 градусов, тем больше мы слышим вот это жужжание. В таком случае вам нужно просто заменить жидкость, заменить ее не частично, а полностью. И в большинстве случаев, если вы продиагностировали правильно
вы получите положительный эффект в виде отсутствия постороннего шума. И третий момент – это утечка, за которой, в принципе, нужно следить. Просто так постоянно там контролировать уровень жидкости в вариаторе не нужно, оно оттуда никуда не испаряется, не девается. Может деться только в том случае, если у вас есть какая-то внешняя утечка. Поэтому достаточно просто производить обычный осмотр автомобиля, не знаю, там раз в неделю перед тем, как в него сесть. Просто сделали обход вокруг, заглянули, там нет ли внизу каких-то жирных масляных потеков. И все, этому учат в автошколе, по крайней мере, раньше учили. Сейчас мы перейдем к наглядному примеру разрушения подшипников, механическое разрушение подшипников. И в зависимости от площади разрушения мы будем иметь разной тональности шум. Но мы также будем его иметь на постоянной основе. То есть при движении, либо в данном случае с данной коробкой в момент запущенного мотора, при включенном паркинге, либо нейтрале. Остальных коробок это не касается. То есть 11, 10, в общем, у всех трансмиссий, у которых пакеты сцепления расположены на оси ведущего конуса и первичного вала, это не касается. То есть касается только данной трансмиссии. Данный подшипник имеет локальное мелкое повреждение, и шум от этого повреждения будет достаточно высокочастотный, как многие его сравнивают с движением там электрички, либо там, не знаю, трамвая, ну, скорее всего, электрички. Вот там у них ушатаны эти подшипники все, наверное. На этом подшипнике мы видим более масштабную площадь разрушения, но это тоже считается мелким разрушением, и здесь будет такого же характера шум. Вот, кстати, не всегда можно, если не внимательный мастер, не всегда можно увидеть вот такого рода разрушения. Там покрутили, посмотрели, вроде бы все окей, вот, и все. А присматриваться, вот так там фонариком просветить все поверхности, внешняя обойма, внутренняя обойма. Иногда внешняя и внутренняя обойма, они целые полностью, а разрушен шарик, и под сепаратором этого разрушения не видно. То есть нужно достаточно внимательно это все смотреть, вот, дабы увидеть. Данный подшипник, он имеет уже более серьезные повреждения. Здесь площадь такая миллиметров 7, наверное, 8 квадратных. Вот. И при начале движения мы будем иметь такой грубый шум, он будет цикличным, и чем больше скорость, тем он будет громче, да, и цикличность это будет снижаться, 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 и потом при достаточно высокой скорости это будет просто такой вой прям. На какой скорости это получается? Ну, вот это вот уже, там, я не знаю, на 5-10 километров это уже будет слышно все. Вот эти предыдущие тоже 5-10 километров, это уже все слышно. Если игнорировать данные симптомы, то это может привести к довольно серьезным разрушениям, к таким как разрушение сепаратора в подшипнике. Это когда сепаратор разваливается, он предназначен для того, чтобы держать расстояние между шариков, чтобы не допускать смещения оси того предмета, на котором стоит этот подшипник. В данном случае это вал. Вот, сепаратор этот разрушается, шарики смещаются в одну из сторон, вал сходит с оси и вызывает разрушение либо корпуса, либо зубчатой шестерни, либо зону сопряжения там корпуса с валом, что повреждает сам вал. И это максимально удорожает ремонт самого ариата. Поэтому, если появились какие-то посторонние шумы, обязательно обращайтесь в сервис, если вы сами не в состоянии определить данную поломку. Теперь дальше вам расскажу момент, который присущ к 11, 16, 17 и 10 коробке. То есть, если в 15 коробке у нас есть проблема, не проблема, а мы можем выявить шум разрушения подшипника при стоячем автомобиле, да, потому что там передача крутящего момента устроена таким образом, да, то в 11, 16, 17, 10 коробке, уже который раз повторяюсь, на стоячем автомобиле мы не сможем определить шум подшипника. И это достаточно большой плюс, потому что многие, имея данные вариаторы, говорят о шуме подшипника, когда у них автомобиль стоит, то есть находится без движения. Вот, запомните, такого быть не может, то есть если у вас есть какой-то посторонний шум и вам кажется, что это из вариатора, то это не из вариатора.
Вот, из вариатора вы можете услышать шум только при начале движения, либо в движении. Пойдемте покажу. Вот это вот вариатор RE0F06A, он устанавливался на Nissan Premiera, Wingroad, ну еще там всякое старье. Не обижайтесь, кто владеет. Вот, ну старые машины реально. Вот, и здесь немножко по-другому устроен процесс передачи крутящего момента. То есть мы имеем гидротрансформатор, на этой же оси мы имеем входной вал, на этой же оси мы имеем пакеты сцепления для включения передач вперед и назад, и на этой же оси мы имеем ведущий конус. То есть, когда мы заводим автомобиль, запускаем автомобиль, у нас вращается гидротрансформатор, насос, естественно, входной вал, но передача крутящего момента на ведущий конус не передается, и, соответственно, ведущий и ведомый конус стоят на месте. Вот, поэтому мы не можем определить, есть ли у нас посторонний шум от разрушившихся подшипников. Когда мы начинаем движение, у нас смыкается пакет сцепления либо вперед, либо назад. Начинаем движение, и только тогда у нас идет вращение вот этого ведущего конуса. И тогда мы можем уже слышать вот эти шумы. Как правило, вот тот характер разрушений, который я вам показал ранее, мы можем слышать уже на первых километрах движения. То есть там 2, 3, 5, 10 километров в час уже нам дадут понимание разрушения, ну, есть ли у нас посторонний шум от подшипника, либо нет. Ступичные подшипники, они, как правило, шумят уже на более высокой скорости, там от 20-30 км в час. Ну, это чаще всего. Естественно, бывают и такие разрушения, которые можно услышать и на более меньшей скорости. Вот, еще один момент определения постороннего шума из коробки или он, это движение по трассе. То есть, если вы сомневаетесь, что шум подшипника идет из коробки, вы можете прямолинейно двигаться по трассе с какой-то равномерной скоростью, при которой у вас максимальная слышимость постороннего шума, и делать затяжные движения руля влево, вправо, влево, ну так вилять такой змеечкой. И если у вас тональность шума меняется из стороны в сторону, то это говорит о том, что у вас вышел из строя подшипник ступицы. И, естественно, уже за счет своего слуха вы можете определить, либо это левая сторона, либо правая, либо сзади также левая и правая. Естественно, когда мы разгружаем, когда мы поворачиваем влево, делаем затяжной поворот, мы нагружаем правую сторону, да, и когда мы делаем затяжной поворот вправо, мы нагружаем левую сторону. И, соответственно, если мы вправо поворачиваем, и у нас увеличивается звук, значит, у нас с левой стороны шум. И если мы поворачиваем влево, и у нас с правой стороны нагружается подшипник и увеличивается шум, значит, у нас разрушение с правой стороны. Вот и все. Учитывая вышесказанное, я прошу вас относиться к своим автомобилям более внимательно. И если вы сами не можете определить, есть ли проблема или нет, но вы чувствуете, что автомобиль себя ведет как-то не так, как раньше, обращайтесь в специализированный сервис, чтобы вам там помогли и прояснили ситуацию. Стоит ли волноваться, или можно ездить дальше, или можно поездить и отремонтироваться чуть-чуть попозже. Ребят, на этом мы будем заканчивать. Я хочу провести небольшой конкурс. В прошлом видео я говорил о другом сервисе, да. Мне написали в комментарии: ай-яй-яй, какой ты бесстыжий, сказал, что вот в другом сервисе сделали хреново, а кто именно это сделал, не сказал. И еще один комментарий получил: ай-яй-яй, какой ты бесстыжий, зачем ты мастеров других винишь в чем-то, если даже они делают хуже, чем ты. Так вот, я не могу понять, что мне делать, говорить, какой сервис здесь сделал хреново, или не говорить. Учитывая как бы этические нормы, я говорить об этом не должен. Поэтому я прошу вас сделать это самостоятельно. И тот, кто угадает, что это за сервис, сделал такую бяку, да, получит 1000 рублей. Нужно написать в комментариях конкретный сервис и адрес расположения данного сервиса. Вот, кто угадает, тот получит 1000 рублей на счет. И я закреплю этот комментарий под тем самым видео. Это видео я прикреплю вот здесь. Все, ставим лайки, если понравилось, дизлайки, если не понравилось, и комментируем их. И обязательно подписывайтесь на канал.
Всем пока.